Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Иркутска. Иркутск – город в Российской Федерации, административный центр Иркутской области и одноименного района, в который не входит. Является пятым по величине городом Сибири. Иркутск расположен в Восточной Сибири, на берегах реки Ангары. При впадении в нее реки Иркут, от последней и пошло название города. Флаг Иркутска является единственным флагом в Российской Федерации нестандартной формы. Современный флаг утвержден 31 октября 1996 года и внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 133. Флаг города Иркутска представляет собой прямоугольное белое полотнище с воспроизведением композиции герба, гербового щита города Иркутска, бабра на зеленой земле с соболем в зубах, дополненная в нижней части горизонтальной синей полосой, завершающейся откосом косицей. Отношение ширины синей полосы к высоте полотнища 1 к 4. Изображение бабра на полотнище смещено в сторону древка. Отношение расстояния центра изображения бабра от древка к длине полотнища, без косицы, 1 к 3. Что касается бабра, то его хвост и лапы напоминают бобриные, а голова и туловище похожи на части тела тигра. Некоторым бабр также напоминает другого хищника под названием барс. Возникает вопрос, существовал ли в природе такой зверь. Бобром жители Восточной Сибири называли тигров. Давным-давно, как и соболь, часто встречался местному населению на охоте. Впрочем, более интересной является легенда о том, как у обычного тигра появились признаки бобра. В конце 17 века Иркутску даровали герб и собственную печать. На них на серебряном фоне был изображен тигр, несущий в зубах соболя. В описании же чиновники указали, что данное животное называется бобром. С течением времени о таком именовании забыли, а в центре России не знали вовсе. Во второй половине 19 века, когда происходило повсеместное реформирование гербов, потребовалось привести все в единообразный вид. Правила геральдики таковы, что зверь, изображенный на символах и эмблемах, должен смотреть либо на врага, либо двигаться в его сторону. Если герб расположить на щите, а щит, как положено, держать в левой руке, то получается, что бобр бежит от противника. Геральдисты Российского Сената решили, что в описании животного допущена ошибка, и на самом деле он называется бобр. По этой причине с их подачи бобру дорисовали более пышный и пушистый хвост и перепонки на задних лапах. Что касается оттенков и цветов, используемых в флаге города, то они имеют следующее значение. Белый символизирует скромность и чистоту мысли иркутян, а также считается знаком белоснежной сибирской зимы. Зеленый цвет напоминает кедровые ветки, является символом уникальной и неповторимой природы Иркутска и окрестностей. Также он считается оттенком надежды, радости, богатства. Черный цвет бобра означает его смирение и покорность. Синий считается цветом воды. Кроме того, он напоминает озеро Байкал и реки Иркутской области. Кроваво-красный оттенок соболя является символом смелости и бесстрашия. Итак, герб и флаг Иркутска почти не отличаются. Основная разница заключается в фоне, на котором располагается изображение загадочного существа – бобра. Так, на гербе он занимает центральную часть, а цвет фоновой части – серебристый. Что касается флага, то на нем бобр расположен в половине, которая ближе к древку. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.